О чем бы мы ни говорили сейчас, нужно помнить вот что. Через месяц наступит 2023 год, то есть финишная прямая перед президентскими выборами в России. Какое настроение сложится у избирателей и у элит за эти 12 месяцев? В таком они и подойдут в состоянии к этой процедуре в марте 2024 года. Не нужно недооценивать выборы. Как их не фальсифицируй, это крайне опасный момент для системы. Потому что в этот момент граждане и элиты могут подумать и даже легитимно обсудить, нужен ли России такой президент и такой путь, по которому она идет. А могут и в урну накидать такого, что мало не покажется, даже если потом бюллетени не считать вовсе. В связи с этим нужно помнить, что все негативные последствия войны для внутренней политики имеют накопительный эффект. Причем накапливаются все одновременно. Накапливаются жертвы. Мы это хорошо понимаем по ковиду. Пока разговор идет о десятках тысяч заболевших и тысячах погибших, пандемия представляется какой-то абстракцией, оторванными от жизни новостями. Когда эти цифры вырастают на порядок, когда речь уже о сотнях тысяч заболевших и десятках тысяч погибших, то люди обнаруживают беду рядом с собой. Родственник, сосед, мать друга детства, бывший одноклассник, муж знакомой парикмахерши. У каждого вдруг через 1-2 рукопожатия оказывается либо тот, кто тяжело переболел, либо тот, кто умер. В первые полгода войны воевали и гибли преимущественно контрактники и наемники. В общей сложности примерно 1,5-2 сотни тысяч человек. В основном это были жители национальных республик, беднейших регионов, мелких городов и сельской местности. То есть представители той самой четвертой России по Зубаревич, которая не связана информационно с остальной страной. Сегодня, даже если ориентироваться только на данные Минобороны, в войне, включая мобилизованных, так или иначе участвуют не менее 500 000 человек. Это те, кто либо уже воюют, либо окажется на войне в ближайшие пару месяцев. 500 000 – это каждый 300-й россиянин. То есть практически каждый житель России в близком или дальнем окружении, начиная от родственника и заканчивая парнем бывшей коллеги, обнаруживает участника боевых действий рядом с собой. Еще через несколько месяцев в это окружение начнут приходить новости о погибших и раненых. И это цифры до начала второй волны мобилизации, которая, судя по всему, наступит. Несомненно, в 2023 году война перестанет быть абстракцией, она придет в каждый дом. Если все будет развиваться так, как сейчас, то к началу избирательной кампании каждый избиратель будет знать в лицо и по имени погибшего или покалеченного в войне. И все это, надо помнить, без какой-либо причины и цели. Уже даже никто не пытается объяснить, зачем все эти погибшие и зачем вся эта война. Еще накапливается усталость. Кажется, что уровень поддержки войны зависит только от побед и поражений. Но история говорит нам о другом. Популярность войны обратно пропорциональна времени. Вот 1916 год, например, самый успешный для российской армии в Первой мировой войне. Бесконечная череда поражений, отступлений и позорища и провалов прервана Брусиловским прорывом, масштабным и успешным наступлением. Армия плюс-минус научилась воевать, и все было не то чтобы хорошо, но хотя бы не совсем ужасно. Беда была в том, что прошло 2 года войны. Через 2 года непонятной войны уже никому не нужны были прорывы и победы, никому не нужна была защита славян на Балканах. Всем было нужно одно – чтобы все это закончилось как можно быстрее и уже не важно чем. К моменту выборов война будет идти 2 года. 2 года жизни в этом нервозном, взвинченном состоянии, когда каждый день все не слава богу и непонятно, откуда прилетит. Мы не раз говорили, что некорректно по соцопросам судить о поддержке войны и власти, когда антимилитаристская позиция объявлена вне закона. Результаты опросов сейчас шизофреничны. Так, по данным службы Russian Field, большинство поддержит подписание Путиным мирного договора хоть завтра. Но в том же опросе в то же время большинство поддержит наступление на Киев. Или вот, большинство россиян считают, что так называемая спецоперация идет успешно, но при этом большинство уверено, что война затянулась. Только по косвенным вопросам, которые не касаются поддержки войны напрямую, которые не криминализованы, мы видим, что россияне недовольны происходящим. С каждым новым исследованием россияне все сильнее чувствуют тревогу и все пессимистичнее смотрят на свое будущее и будущее России. Тут еще сильно ухудшает ситуацию манера поведения режима и его пропаганды. По привычной традиции подменять политику спецоперации, всех по мелочи разводить, режим держит миллионы людей в подвешенном состоянии.
Нет никакого срока мобилизации, нет никаких четко обозначенных ее волн, нет вообще никаких внятных параметров. На следующий день после того, как Песков в очередной раз скажет, что мобилизация точно закончилась, к тебе могут постучать в дверь и вручить повестку. Дело даже не в вопросах жизни и смерти. Тяжело жить в режиме 7 пятниц на неделе, когда государство постоянно стремится застать тебя врасплох, когда только и ждет, что ты отвернешься и расслабишься, и выдает новый сюрприз, изменяющий твою жизнь навсегда и до противоположного просто состояния. Это до предела выматывающая ситуация. И вот в феврале-марте 2024 года придется объяснить людям, что они хотят еще 6 лет вот такой вот жизни. Жизни, где каждое утро несет угрозу. Жизни, где нельзя планировать, где вообще нет никакого завтрашнего дня. Обратите внимание на нынешнее обращение Путина. Даже трижды провластные источники каждое обращение анонсируют как стихийное бедствие. Никто не ждет от него ничего хорошего. Что еще накапливается во время войны? Экономические проблемы. Вот через неделю заработает самая главная санкция Евросоюза – нефтяное эмбарго. Мы не знаем и не будем фантазировать, как и насколько эффективно оно будет работать. Но даже сейчас, до эмбарго, у российского федерального бюджета сократились все основные статьи доходов, в том числе нефтегазовые. Расходы при этом растут лавинообразно. Нужно каждый день оплачивать войну. Нужно финансировать производство и закупку вооружений и техники для фронта, которая эту технику и вооружение поглощает тысячами. Нужно компенсировать последствия санкций, закупая подсанкционный импорт через третьи страны. Мы видим, что последствия экономической изоляции пока удается компенсировать. Мы не знаем наверняка, в какой степени удается, ведь доступной статистики все меньше, а та, что есть, искажена. Но главное, мы не знаем, какой ценой. Все, что мы понимаем, российская экономика находится под огромным давлением и каждый день вынуждена сжигать ресурсы. Из того, что мы знаем, уже сейчас реальные доходы граждан сократились на 10% по сравнению с прошлым годом. А бюджет на следующий год будет с дефицитом в 1 триллион рублей. Минфин и ЦБ великолепно себя показали в части сглаживания последствий войны. Но они не волшебники. Они могут именно что сглаживать объективные последствия, но не отменять их. Сейчас одновременно падает ВВП, сокращаются доходы бюджета, снижаются покупательный спрос и промышленное производство, работоспособное население вымывается мобилизацией и эмиграцией, а расходы, напротив, быстро растут. И все время появляются новые дыры, которые надо затыкать. В такой обстановке последствия раньше или позже станут заметны каждому. Как-то не дави на крупный бизнес с целью сохранения рабочих мест. Когда-то он начнет более-менее хитрым путем увольнять людей. Как не выстраивая серые схемы импорта комплектующих и запчастей, но промышленность не сможет постоянно жить и полноценно функционировать в таком полукустарном режиме. Еще одно последствие войны – накопится усталость самой системы. Мы недооцениваем, до какой степени вся структура российского государства загружена несвойственными ей функциями. Мы как-то успели привыкнуть к тому, что губернаторы занимаются мобилизацией, скребут по сусекам на теплые штаны, бронежилеты и еду, разруливают конфликты, платят компенсации. А кто-то и вовсе оборонительные линии строит. Из губернаторов фактически сделали генералов. Военная вертикаль провалилась по всем статьям, и ее заменяют гражданской. Теперь губернаторы отвечают за все, от призыва до тылового обеспечения армии. Но вообще-то гражданское руководство не предназначено для таких задач. У гражданского руководства вообще-то полно другой работы. Образование, здравоохранение, ЖКХ, социальное обеспечение, транспортная инфраструктура. Все это висит как раз на региональных администрациях. В России от силы 10-15 регионов, у которых есть лишние деньги. Все остальные, когда финансируют покупку штанов, бронежилетов, плюс доплаты, компенсации и строительство блиндажей, изымают деньги откуда-то еще. И совершенно все чиновники, когда тратят время и ресурсы на войну, не тратят их на что-то другое. А это другое и есть работа, которой они занимались. Ремонт школ, строительство дорог, замена изношенных труб водоснабжения, канализации и прочие обязанности, которые влияют на качество жизни россиян. То же касается министерств, ведомств, служб, всех органов государственной власти. Посмотрите на повестку дня и посмотрите на вопросы, которые они обсуждают. Либо обеспечение войны, либо противодействие санкциям, либо затыкание дыр, которые образовались как следствие войны и санкций. Бесконечная чрезвычайная ситуация. Она выматывает не только отдельных людей, но и целые институты. Она отжирает ресурсы от других задач.
И это тем более тяжело в ситуации, когда одна проблема цепляет другую, когда решение проблемы само по себе проблема. Ведь недостаточно отловить человека, как-то одеть и обучить, а потом отправить под химарсы. Его же надо будет потом как-то вылечить, обеспечить протезом и коляской. А когда от пьянки и обиды на сломанную жизнь он убьет соседа, снова отлавливать, судить, сажать и держать в тюрьме. Таким образом, если ничего не изменится, то к марту 2024 года мы получим очень грустного и нервного избирателя, доходов у которого стало заметно меньше, который уже точно не думает, что война – это телешоу. Он уже знает кого-то из погибших или раненых лично. На него лично или на кого-то из его близких облизывается военкомат. С фронта новостей хороших нет, и вообще хороших новостей нет уже полных 2 года ни по какой теме. А впереди вопрос про следующие 6 лет. Это будет очень тяжелый вопрос. Причем очень тяжелый вопрос не только для гражданина, но и для самой системы. Хочет ли она вот это вот все продлить? Кажется, что выборы в нашей системе не имеют значения, ведь их результат предрешен. Тем более в этот раз. Но это не так. Выборы всегда стресс для авторитарных систем. Выборы в авторитарной системе – это не только, а иногда не столько про поведение избирателей, это вопрос для элит. Хотят ли они продолжения или они хотят перемен? Как правило, элиты всегда хотят продолжения. На то они и элиты. Они больше всех выигрывают от текущего положения вещей. Но в этот раз будет большой нюанс. 6 лет назад, когда они успешно провели Путина на еще один срок, они даже в страшном сне не могли представить, где окажутся сегодня. У них было все. Виллы на Лазурном берегу, квартиры в Майами, счета в Швейцарии, яхты в Монако, дети устроены, старость устроена, 5 поколений потомков обеспечено. Теперь все, на что они вкалывали 20 лет, испарилось. А даже если не испарилось, даже если не нашли еще того Иванова, на которого мы это все записали, на что толку с этой груши, которую нельзя скушать? Для российских элит этот мир недоступен. Теперь они могут действовать только внутри, зажатые между задачками строить танки, таскать через Казахстан микросхемы, искать мобилизованным доширак с тушенкой под бдительным оком чекистов, ищущих заговор. А где они будут еще через 6 лет? В «Черном дельфине», посаженные за шпионаж в пользу Украины, в ролике Пригожина с кувалдой у головы, выпьют новичка, окажутся в бункере посреди ядерной пустыни, внутри гражданской войны. Каким будет 2030 год, если будет настолько же плох по сравнению с 24-м, как 24-й плох по сравнению с 18-м? И никакого шанса за эти новые 6 лет как-то избавиться от Путина, но сохранить систему, может не представиться. Ведь выборы не государственный переворот. Это легитимный способ сменить Путина на кого-то другого и как-то начать выползать из пропасти. Что будет через 6 лет? Кто останется жив и на свободе через 6 лет? Что останется от системы через 6 лет? Будут ли у нее какие-то рычаги влияния и останется ли вообще на что влиять? Получается, что вновь провести Путина через выборы – это не сохранение стабильности. Это огромный риск. Велика вероятность, что это последний шанс элит как-то повлиять на судьбу страны и на свою судьбу. Потому что потом все это может оказаться в руках уже совсем других людей. Как бы ни был ценен Путин для системы, все-таки, наверное, хочется остаться в этой системе, где элитой тебя делает должность, деньги, связи, аппаратные навыки и знания, а не автомат Калашникова. Потому что там, где элитой тебя делает автомат Калашникова, все остальное теряет значение. Мэрия Москвы – это ж тебе не Бахмут, ее взводом взять можно минут за 5. Крякнуть не успеешь. Потом будешь рассказывать человеку в балаклаве, какой ты эффективный менеджер и почему тебя не надо выбрасывать в окно. Мы не будем тут мечтать, что представители российского руководства как-то думают о благе страны или людей в ней живущих. Если бы они думали, то мы бы не оказались там, где сейчас находимся. Может, им и окей, если Россия станет Сомали. Но строители велодорожек и талантливые центральные банкиры в Сомали даром не нужны. Они плохо стреляют. Выборы в таких моделях всегда какое-то окно возможностей и шанс на перемены. Это время, когда можно легально критиковать выбранный курс, когда нельзя полностью заткнуть дискуссию. Это тот редкий момент, когда всем приходится задуматься о будущем. И пока похоже на то, что и для элит, и для общества будущее с Путиным будет выглядеть как мрак. Грядущая избирательная кампания и сами выборы не то что не бессмысленны. Это самая главная отсечка. И чем мы ближе к ней, тем внимательней надо следить за всем, что происходит. Потому что окно возможностей может открыться совершенно внезапно. И совсем не факт, что это будет именно в 2024 году. Возможно, и намного раньше.
До завтра.